Можете ли вы представить жизнь без интернета, смартфона и социальных сетей, и при этом быть абсолютно счастливым? Хасидские евреи Бельгии живут именно так. Они управляют многомиллионным алмазным бизнесом без единого поиска в Google, а их дети никогда не видели YouTube. В антверпенском квартале Боргерхаут существует община, где 20 тысяч человек добровольно отказались от цифрового мира. Не из бедности и не из невежества, а по собственному выбору. Раввин этой общины в 52 года ни разу не держал в руках смартфон, при этом заключает сделки с алмазами на сотни тысяч евро исключительно через рукопожатие. Это не секта и не изолированная деревня. Это самый центр одного из главных алмазных городов мира. И это лишь верхушка айсберга их удивительного мира. Хасиды поселка — это не просто религиозные евреи. Это отдельная цивилизация внутри современного мира, живущая по правилам 18 века. Движение возникло на территории нынешней Украины в 1730-х годах. Его основал раввин Исраэль Баал Шем Тов, странствующий целитель из Подолии, который учил, что Бога можно найти не через изучение текстов, а через радость, молитву и танец. Его последователей называли хасидим, от древнееврейского слова, означающего «благочестивые». За 100 лет движение охватило большую часть евреев Восточной Европы. В Антверпен хасиды начали переезжать в 19 веке вместе с расцветом алмазной торговли. После Второй мировой войны, когда большинство европейских еврейских общин были уничтожены, антверпенская община оказалась одной из немногих уцелевших достаточно, чтобы восстановиться. Сегодня в городе действует 45 синагог, 30 еврейских школ и несколько десятков кошерных ресторанов и магазинов. Внешний вид хасида легко узнать. Мужчины носят черные сюртуки, широкополые шляпы или меховые шапки. Штраймлы, которые надевают по субботам. Пейсы — длинные завитые пряди волос у висков, обязательно с детства. Женщины после замужества полностью сбривают голову и носят парик. Эти правила не обсуждаются и не пересматривают. Хасидские общины делятся на династии, каждая из которых следует своему раввину. Ребе. В Антверпене существует несколько крупных династий: белские, сатмарские, гурские хасиды. Между ними существуют богословские различия, порой настолько серьезные, что члены разных общин не вступают в браки друг с другом. Рибе — это не просто религиозный лидер. Он решает, за кого выйдет замуж дочь прихожанина, стоит ли открывать новый бизнес и нужно ли обращаться к врачу или сначала к нему. Язык общения внутри общины. Идиш — германский язык с примесью древнееврейского и славянских слов, которые большинство европейских евреев перестали использовать еще в середине 20 века. Дети в хасидских школах учат идиш раньше, чем нидерландский или французский. Многие пожилые члены общины говорят на государственных языках Бельгии с заметным трудом, предпочитая им идиш и иврит. Школьная программа хасидских детей отличается от государственной радикальной. Мальчики с 3 лет изучают Тору и Талмуд. Свод религиозных законов объемом более 6000 страниц. В 12 лет мальчик уже способен цитировать наизусть сотни страниц религиозных текстов. Светским предметам, математике, истории, естественным наукам отводится минимальное время. Девочки учатся отдельно и готовятся прежде всего к роли матери и хранительницы домашнего уклада. Браки вообще не заключаются рано и только внутри нее. Знакомство жениха и невесты происходит через специального посредника — шатхена. Молодые люди встречаются 1 или 2 раза в присутствии родственников, после чего принимают решение о браке. Средний возраст вступления в брак 18-19 лет. Разводы крайне редки и социально осуждаемы. При этом антверпенские хасиды не нищие отшельники. Они контролируют значительную часть мировой алмазной торговли, ездят на дорогих автомобилях и живут в ухоженных домах. Их отказ от интернета — это сознательный выбор состоятельных людей, которые решили, что цифровой мир им не нужен. В пятницу в половине 4-го дня улица Пеликанстраат в центре Антверпена резко пустеет. Витрины алмазных магазинов закрываются металлическими жалюзи одна за другой. Мужчины в черных сюртуках торопливо идут домой. Через 20 минут улица, по которой еще час назад проходили сделки на миллионы евро, выглядит как в воскресенье ночью. Наступает шаббат, и весь еврейский квартал замирает до субботнего вечера. Пеликанстрат и несколько прилегающих к ней улиц образуют так называемый алмазный квартал — Диамантвей. На площади в несколько городских кварталов сосредоточено около 80% мировой торговли необработанными алмазами. Ежегодный оборот этого рынка превышает 50 миллиардов евро. Большинство фирм здесь принадлежат хасидским семьям или управляются им. Сам алмазный бизнес в Антверпене существует с 15 века, когда фламандские огранщики первыми в Европе освоили технику огранки бриллиантов. Евреи появились в этом бизнесе позже, в 17-18 веках, и постепенно заняли в нем доминирующее положение. Причина проста: алмазная торговля держится на доверии. Сделки на сотни тысяч долларов здесь до сих пор заключаются устно, скрепленные фразой на идише «мазл унброхе».
удача и благословение. Никаких контрактов, никаких юристов. Если человек нарушил устное слово, его репутация в общине уничтожена навсегда, а значит и бизнес тоже. Именно поэтому закрытость общины стала ее экономическим преимуществом. Когда все знают всех с детства, когда дети учились в одной школе, а отцы молились в одной синагоге, доверие возникает автоматически. Чужак, даже самый честный, не может войти в эту систему извне. Она работает только изнутри. Квартал хасидов в районе Боргерхаут отделен от остального Антверпена незримой, но абсолютно реальной границей. Здесь вывески магазинов написаны на идише и иврите. Здесь продают только кошерную еду, приготовленную строго по религиозным правилам, с отдельной посудой для мясного и молочного. Здесь нет баров и не продают алкоголь. Здесь дети играют на улице до позднего вечера, потому что все взрослые знают всех детей и присматривают за ними. В субботу квартал живет по особым правилам. Запрещено ездить на автомобиле, пользоваться лифтом, включать электричество, писать и готовить еду. Чтобы хасиды могли ходить пешком в субботу, не нарушая религиозных ограничений, на перенос предметов в общественном месте вокруг всего квартала натянута специальная веревка — эру. Она символически превращает весь район в единое частное пространство. Городские власти Антверпена официально разрешили установку этой веревки и следят за ее сохранностью. По субботам мужчины идут в синагогу в Штраймлах. Круглых меховых шапках из хвостов соболя или лисицы. Одна такая шапка стоит от 1000 до 5000 евро. Надевают ее только в шаббат и религиозные праздники. В остальные дни черная фетровая шляпа. Антверпен — один из немногих городов Западной Европы, где ортодоксальная еврейская община не только выжила, но и выросла за последние десятилетия. В 1980-х в городе насчитывалось около 10 тысяч евреев. Сегодня Бойшан более 20 тысяч, и большинство из них хасиды. Высокая рождаемость в Стее Таасаемна в среднем 6-8 детей в семье обеспечивает общине устойчивый демографический рост в то время, когда еврейское население большинства европейских городов сокращается. При этом отношения общины с остальным Антверпеном остаются сложными. Местные жители порой жалуются на то, что хасиды не интегрируются, не учат нидерландский язык и живут параллельной жизнью. Сами хасиды считают это не проблемой, а нормой. Они жили отдельными общинами в самых разных странах на протяжении столетий и не видят причин что-либо менять. Хасидский мальчик в Антверпене просыпается в 6 утра и до завтрака читает утреннюю молитву «Шахари». Она занимает около 40 минут и включает несколько десятков благословений на все: на пробуждение, на умывание, на надевание одежды. Каждое действие первой половины дня сопровождается отдельным текстом, который нужно знать наизусть. Это не особое усердие, это стандартный распорядок для любого мальчика в общине с 3 лет. Еврейский религиозный закон, галаха, регулирует буквально каждый аспект жизни. 613 заповедей охватывают еду, одежду, сексуальные отношения, деловые сделки, отношения с соседями, календарь и гигиену. Это не метафора и не преувеличение, существует отдельные трактаты, посвященные правилам завязывания обуви и правилам посещения туалета. Правая туфля надевается первой, левая завязывается первой, и это не суеверие, а религиозное предписание, которое соблюдают миллионы людей по всему миру. Одежда хасида не дань традиции и не костюм. Это ежедневное благоисполнение религиозного закона. Белая рубашка символизирует чистоту намерений. Черный сюртук — серьезность перед Богом. На теле под рубашкой мужчина всегда носит талит катан. Небольшое прямоугольное полотно с 4 кистями по углам, которые называются цицит. Кисти должны быть видны снаружи одежды. Если они спрятаны, это нарушение закона. Каждое утро мужчина надевает тфилин. 2 кожаных ящичка с текстами из Торы, которые кожаными ремнями крепятся к руке и голове. Процедура занимает около 10 минут и сопровождается молитвой. Правила питания кашрут определяют не только, что можно есть, но и как именно это приготовлено. Мясо должно быть забито специально обученным резняком, шойхетом, по строгим правилам, минимизирующим страдания животного. Запрещено смешивать мясное и молочное. Не только в одном блюде, но даже в одном приеме пищи. После мясного нужно выждать 6 часов, прежде чем есть молочное. На хасидской кухне стоят 2 отдельных комплекта посуды, 2 раковины и иногда 2 плиты. Продукты, купленные в обычном супермаркете, для большинства хасидов неприемлемы. Только магазины с сертификатом кошерности. Женская одежда подчиняется принципу цниют — скромности. Замужняя женщина обязана закрывать локти, колени и волосы. Именно поэтому после свадьбы голову сбривают полностью, чтобы исключить соблазн показать волосы посторонним. Парик — шейтл. При этом может быть очень красивым и дорогим, из натуральных волос, стоимостью в несколько тысяч евро. Парадокс в том, что парик зачастую выглядит привлекательнее настоящих волос, и раввины периодически дискутируют о том, не противоречит ли это самой идее скромности. Дискуссия продолжается уже несколько десятилетий. Мобильные телефоны вообще не существуют, но в строго ограниченной форме. Так называемый кошерный телефон — это устройство без камеры, без выхода в интернет, без возможности скачивать приложение. Только звонки и текстовые сообщения. Список разрешенных номеров иногда заранее одобряется раввином. Смартфон в руках хасида — это повод для серьезного разговора с религиозным авторитетом, а в некоторых семьях — для социального осуждения.
Детям интернет недоступен полностью. В хасидских школах нет компьютерных классов. Домашние задания не требуют поиска в сети. Энциклопедии бумажные. Новости узнают из общинных газет на идише или от соседей. Когда в 2020-м мир перешел на дистанционное обучение, хасидские школы Антверпена выдали детям распечатанные задания и организовали телефонные консультации с учителями. Это не отстало. Эта система, выстроенная так, чтобы ни одна внешняя сила не могла изменить то, что внутри нее. Семилетний Мойша возвращается из школы в половине 5-го вечера. В его портфеле потрепанный молитвенник, тетрадь с упражнениями по ивриту и бутерброд, который он не доел. Никакого планшета, никаких наушников, никакого телефона. Дома он садится за стол и повторяет отрывок из Торы, который задали на завтра. Потом идет играть во двор с братьями. Их у него 5. Хасидские дети в Антверпене растут в среде, которая для большинства европейских сверстников была бы неузнаваема. Мультфильмы только одобренные общиной, записанные на диск без доступа к сети. Игрушки традиционные: мечи, деревянные конструкторы, настольные игры. Старшие дети читают книги на идише и иврите. Понятие «скучно» в этой среде не работает так, как в семьях с постоянным доступом к экранам. Потому что альтернатива экрану здесь всегда была живой. Братья, сестры, соседские дети, двор. Хасидская школа, хедер для мальчиков и бейс Яков для девочек начинается в 8 утра и заканчивается в 5 вечера. Программа для мальчиков на 80% состоит из изучения религиозных текстов. Гемара — часть талмудов. Все преподается методом хаврута. 2 ученика садятся друг напротив друга и вслух разбирают текст, спорят, задают вопросы, ищут противоречия. Этот метод существует 1500 лет и не изменил. Никакого проектора, никакой интерактивной доски, только текст, голос и собеседник. В 13 лет мальчик становится бар-мицвой, религиозно совершеннолетним. К этому моменту он уже несколько лет изучает Талмуд и способен самостоятельно анализировать сложные правовые тексты на арамейском языке. На церемонии бар-мицвы он читает недельный раздел Торы перед всей общиной по рукописному свитку, без огласовок и знаков препинания. Только согласные буквы, мелодию и смысл нужно знать заранее. Это требует месяцев подготовки. После школы большинство юношей продолжают учебу в Ешиве, религиозной академии. Там они проводят от 2 до 5 лет, изучая исключительно Тору и Талмуд по 12 часов в день. Ешива, но это не просто учеба, это образ жизни. Юноши живут вместе, едят вместе, молятся вместе. Мобильные телефоны в большинстве ешив запрещены полностью, включая кошерные. Изоляция от внешнего мира здесь максимальная. Девочки учатся иначе. Их программа включает больше светских предметов. Математику, нидерландский язык, основы домоводства. Но главная цель образования для девочки в общине — подготовка к браку и материнству. В 16-17 лет многие уже знают, что через год-два выйдут замуж. Карьера вне семьи не является целью, хотя некоторые женщины работают, как правило, внутри общины, в кошерных магазинах, школах или в семейном бизнесе. Показательно, что хасидские дети в Антверпене демонстрируют крайне низкий уровень тревожности по сравнению со сверстниками из светских семей, по данным бельгийских психологов, работавших с общиной. Исследователи связывают это с предсказуемостью уклада. Ребенок точно знает, что будет завтра, через год и через 10 лет. Нет неопределенности, нет давления социальных сетей, нет необходимости конкурировать за лайки и подписчики. При этом те немногие хасидские подростки, которые по разным причинам покидают общину, описывают столкновение с цифровым миром как шок. Один бывший член антверпенской общины рассказывал в интервью бельгийскому изданию, что в 19 лет впервые открыл интернет и провел за экраном 2 суток почти без сна, просто потому что не умел останавливаться. Инструментов самоограничения, которые есть у людей, выросших с гаджетами, у него не было. Он не знал, что это вообще нужно. В 9 утра хасидский торговец алмазами Шломо входит в свое офисное здание на Пеликан-Страат. Перед входом он останавливается, достает из кармана маленький молитвенник и читает краткую молитву о благополучии в делах. Затем поднимается на 3-й этаж, где в небольшой комнате без украшений стоит стол, 2 стула и специальная лампа для осмотра камней. На столе бумажные конверты с алмазами на несколько сотен тысяч евро. Никакого компьютера, никакой базы данных, только камни, лупа и многолетний опыт. Алмазный бизнес в хасидской общине устроен иначе, чем в любой другой отрасли. Здесь нет стандартных корпоративных структур, советов директоров и публичной отчетности. Большинство фирм — семейные, передающиеся от отца к сыну на протяжении 3-4 поколений. Сын начинает работать рядом с отцом в 12-13 лет, сначала просто наблюдая, затем помогая с упаковкой и сортировкой. К 20 годам он уже знает бизнес изнутри лучше любого выпускника университета. Ключевой инструмент торговли — репутация, накопленная десятилетиями. Когда 2 торговца договариваются об обмене партии алмазов на сумму в 500 тысяч евро, они не подписывают контракт. Один произносит «мазал унброхе», второй повторяет «и сделка заключена». Нарушение такого слова означает немедленное и полное исключение из деловой жизни общины. Поскольку почти весь бизнес ведется внутри сети хасидских торговцев, исключение из нее равносильно профессиональной смерти. Этот механизм работает надежнее любого юридического договора. Рабочий день Шломо прерывается трижды на молитве. Минха — дневная
молитва читается в небольшой комнате на втором этаже того же здания, которое служит импровизированной синагогой. Туда спускаются 8-10 торговцев с разных этажей, наспех собирают миньян, кворум из 10 мужчин, необходимый для общественной молитвы, и через 15 минут расходятся обратно по рабочим местам. Это происходит каждый день, включая периоды крупных сделок и напряженных переговоров. Связь с партнерами и поставщиками ведется по телефону и при личных встречах. Торговцы из Израиля, Индии и США регулярно приезжают в Антверпен лично, потому что в этом бизнесе личный контакт важнее любой цифровой коммуникации. Антверпенская алмазная биржа, это одна из 4 крупнейших в мире, физически представляет собой здание с переговорными комнатами, где люди встречаются лицом к лицу. Электронных торгов здесь нет. Парадокс в том, что отказ от цифровых технологий в этом бизнесе оказался не недостатком, а защитой. В 2008-м, когда мировой финансовый кризис обрушил многие рынки, антверпенский алмазный рынок пострадал значительно меньше, чем биржевые активы. Отчасти именно потому, что он не был интегрирован в автоматизированные торговые системы. В 2020-м, когда пандемия остановила большинство отраслей, торговля алмазами в Антверпене замедлилась, но не прекратилась. Телефонные переговоры продолжались, а личные встречи возобновились, как только открылись границы. Деньги, заработанные в алмазном бизнесе, внутри общины перераспределяются по особой системе. Богатые семьи финансируют синагоги, школы и благотворительные фонды. Существует обязательная десятина – маасер. 10% дохода отдаются на нужды общин. Бедные семьи получают продуктовые наборы перед праздниками, помощь с оплатой школы и беспроцентные займы через специальный фонд ГМА. Эта система социальной поддержки существует независимо от государственных программ и работает исключительно на внутренних ресурсах общин. Шломо заканчивает рабочий день в половине 6 вечера. Перед уходом снова молится. Вечерняя молитва Маарив. Затем идет домой пешком. 10 минут через квартал, где все знают его по имени. Дома его ждет жена, 7 детей и ужин на большом столе. Ни один из них не возьмет в руки телефон до следующего утра. За 2 часа до захода солнца в пятницу на кухне в доме Шломо работа идет в максимальном темпе. Жена и старшие дочери готовят еду на 25 часов вперед. Столько длится шаббат. На плите стоит чолнт. Традиционное густое рагу из мяса, картофеля и бобов, которое будет томиться на минимальном огне до субботнего обеда. Хлеб, 2 плетеные халы, уже накрыты вышитым полотенцем на столе. Свечи расставлены. Все должно быть готово до захода солнца, потому что после него не будет зажжено ни одной спички. Шаббат начинается с зажигания свечей. Это обязанность женщины. Ровно за 18 минут до захода солнца мать семейства накрывает глаза руками, произносит благословение и открывает. С этого момента для нее шаббат наступил. И до следующего вечера она не прикоснется к электрическому выключателю. Шломо и сыновья уходят в синагогу на вечернюю службу, возвращаются через час, садятся за стол. Шломо поет гимн в честь шаббата, «Шалом алейхем», и читает над бокалом вина кидуш освящение дня. Только после этого начинается ужин. Субботний стол – это не просто прием пищи. За ним собирается вся семья. 7 детей, иногда дедушка с бабушкой, иногда гость, одинокий студент ешивы или приезжий торговец. Хасидская традиция обязывает принимать гостей в шаббат. Стол накрыт белой скатертью, стоит лучшая посуда. Разговор идет о недельном разделе Торы. Каждую неделю читается определенная глава, и за субботним столом ее обсуждают. Дети задают вопросы. Отец объясняет. Старшие спорят. Ужин длится 2-3 часа. 39 видов работ запрещены в шаббат. Их список составлен в Талмуде на основе работ, выполнявшихся при строительстве скинии в пустыне. В этот список входят письмо, стирка, готовка, поджигание огня, тушение огня, перенос предметов в общественном месте. Современные раввины распространили эти запреты на электричество, потому что замыкание электрической цепи приравнивается к разжиганию огня. Поэтому свет в доме либо оставляют включенным с пятницы, либо используют специальный таймер, который автоматически включает и выключает освещение без участия человека. Лифт в субботу не используется. Нажатие кнопки считается замыканием цепи. В многоквартирных домах с хасидскими жильцами часто устанавливают субботний лифт. Он автоматически останавливается на каждом этаже без нажатия кнопок. Пожилые члены общины, живущие на верхних этажах, поднимаются пешком. Субботнее утро начинается с длинной синагогальной службы. Она длится 3-4 часа. Мужчины приходят в штраймлах и субботних халатах. Бекеш. Служба включает чтение недельного раздела Торы из рукописного свитка, дополнительную молитву мусав и проповедь раввина. После синагоги. Обед. Снова долгий. Снова с песнопениями. После обеденное время для сна, изучения Торы или неспешных прогулок по кварталу. В шаббат хасиды не говорят о деньгах и делах. Это не просто обычай. Это прямой запрет. Шломо, который 6 дней в неделю думает об алмазах, ценах и поставках, в субботу не произносит слово «бизнес». Если кто-то нарушает это правило за столом, разговор немедленно переводят на другую тему. Шаббат заканчивается через 45 минут после захода солнца в субботу вечером. Шломо берет свечу, сплетенную из нескольких фитилей, бокал вина и коробочку со специями, гвоздикой или корицей. Он читает хавдалу, молитву разделения между святым и будним. Нюхает специи, по традиции, чтобы немного утешить душу, которая расстается с шаббатом. Гасит свечу в вине. Все. Неделя началась снова. Телефон Шломо включается первым делом. За 25 часов 17 пропущенных звонков. Ривка встает в половине 6 утра, раньше мужа и всех 7 детей.
Следующие 2 часа она готовит завтрак, собирает младших в школу, проверяет форму одежды каждого ребенка и успевает прочитать утреннюю молитву. Муж уходит в синагогу на шахарит. Ривка молится дома. Женщины освобождены от молитв, привязанных к конкретному времени, потому что их время принадлежит детям и дому. Положение женщины в хасидской общине — тема, которую сами женщины и внешние наблюдатели описывают принципиально по-разному. Феминистские организации Бельгии периодически критикуют общину за ограничение женских прав. Сами хасидские женщины в большинстве своем эту критику отвергают, причем не из страха, а искренне. Ривка в интервью бельгийскому журналу сказала прямо: она не чувствует себя угнетенной, она чувствует себя необходимой. Роль женщины в хасидской семье — это роль человека, на котором держится весь уклад. Мужчина молится и зарабатывает. Женщина управляет домом, воспитывает детей и создает среду, в которой возможна религиозная жизнь. Без еженедельной подготовки к шаббату, без кошерной кухни, без воспитания детей в традиции весь религиозный уклад рассыпает. Это не второстепенная роль, это фундамент. При этом хасидские женщины Антверпена далеко не все сидят дома без выхода в свет. Многие работают в кошерных магазинах, в женских школах, в швейных мастерских, обслуживающих общину. Некоторые ведут собственный небольшой бизнес, пошив одежды, выпечка, репетиторство. Работа всегда организована так, чтобы не мешать домашним обязанностям и не требовать контакта с посторонними мужчинами. Отношения между мужчинами и женщинами в общине регулируются строго. Мужчина не пожимает руку женщине, если она не его жена или близкая родственница. На публичных мероприятиях мужчины и женщины сидят отдельно. В синагоге женщины находятся на балконе или за перегородкой. Мехицы. Это не воспринимается как унижение. По хасидской концепции женщина на молитве не должна отвлекать мужчину, а сама молится без обязательного кворума и временных ограничений. Сексуальные отношения в браке регулируются законами нида, ритуальной чистоты. 2 недели в месяц, начиная с менструации и заканчивая посещением микве, ритуальной купальни, муж, и жена не прикасаются друг к другу вообще. Не только интимно, они не передают друг другу предметы из рук в руки, не спят в одной кровати. После посещения микве жена возвращается домой, и по хасидской традиции этот момент воспринимается как обновление отношений, своего рода ежемесячный медовый месяц. Многие хасидские пары описывают эту систему как работающую. Принудительные паузы не дают отношениям превратиться в рутину. Развод в общине юридически возможен, но социально катастрофичен для обоих. Разведенная женщина с детьми оказывается в сложном положении. Повторный брак внутри общины затруднен. Выйти за пределы общины — это значит потерять все привычное окружение. Поэтому пары прилагают значительные усилия для сохранения брака, а раввины активно участвуют в разрешении семейных конфликтов. Молодые женщины, выросшие в общине и имеющие контакт с внешним миром через работу или медицину, иногда задают неудобный вопрос. Одна антверпенская учительница из хасидской семьи рассказывала, что в 24 года впервые осознала, что ее бельгийские сверстницы сами выбирают мужей, сами решают, иметь ли детей и сколько, сами строят карьеру. Она не ушла из общины. Но вопрос, который она тогда задала себе, по ее словам, не исчез до сих пор. Ривка этого вопроса себе не задает. В 6 вечера она кормит детей ужином, проверяет домашние задания у 3 старших и укладывает спать 2 младших. В 9 вечера дом затихает. Она садится за кухонный стол и читает еженедельную общинную газету на идиш. Никакого телефона, никакого телевизора. Завтра все начнется сначала. В 2019 году молодой хасид по имени Аарон вышел из общины. Ему было 22 года, он был женат 8 месяцев и имел маленькую дочь. Снял квартиру в другом районе Антверпена, купил смартфон и впервые в жизни завел страницу в социальных сетях. Его родители перестали с ним разговаривать в тот же день. Жена вернулась к своей семье через неделю. Из всей общины ему позвонил один человек. Бывший одноклассник, который сам ушел 2 годами раньше. Явление людей, покидающих ультраортодоксальные общины, на идише называется отступничество. И в хасидской среде оно считается одним из худших исходов для семьи. Родители такого человека в буквальном смысле скорбят по нему, как по умершему. Некоторые семьи сидят шиву, 7-дневный траур после ухода ребенка из общины. Контакт с ушедшим обрывается полностью, потому что любое общение воспринимается как угроза для остальных детей. Аарон провел первые полгода за пределами общины в состоянии, которое он описывал как падение без дна. У него не было документов об образовании, признанных государством. Его школьный аттестат из хасидского хедера не соответствовал бельгийским образовательным стандартам. Он не знал, как снять квартиру, как открыть банковский счет, как записаться к врачу через государственную систему. Он говорил по-нидерландски с трудом. В общине использовали. Ему было 22 года, и он фактически начинал жизнь с нуля без единого инструмента для существования в современном обществе. Случай Аарона не уникален. В Бельгии существует небольшая организация, помогающая бывшим членам ультраортодоксальных общин адаптироваться к светской жизни. По их данным, ежегодно из антверпенской хасидской общины уходят от 20 до 40 человек. Это ничтожно малая доля от 20 тысяч членов, меньше 1%. Но каждый такой уход — личная катастрофа для конкретного человека и его семьи. Напряжение между общиной и внешним миром существует не только
только на уровне отдельных людей. В 2012-м бельгийские власти провели проверку нескольких хасидских школ на предмет соответствия государственным образовательным стандартам. Результаты показали, что уровень преподавания светских предметов, математики, нидерландского языка, естественных наук значительно ниже государственных требований. Власти потребовали изменений. Община ответила судебными исками и многолетними переговорами. Часть школ формально обновила программы, сохранив их содержание практически без изменений. Антисемитизм в Антверпене существует и фиксируется. В 2019-м в городе было зарегистрировано более 120 инцидентов с антисемитской подоплекой, от оскорблений на улице до физических нападений. Хасиды в своих черных сюртуках и широкополых шляпах видны немедленно. Они не могут раствориться в толпе, даже если захотят. Некоторые семьи нанимают частную охрану для детей по дороге в школу. Это не паранойя. В 2014-м в Брюсселе мужчина застрелил 4 человек в еврейском музее Бельгии. При этом сама община категорически отказывается от ассимиляции как ответа на угрозу. Логика проста и озвучивается открыто. Евреи пытались ассимилироваться в Германии в 20-х и 30-х годах 20 века. Они говорили по-немецки, служили в армии, считали себя немцами. Это не спасло их в 41-м. Вывод, который хасиды сделали из Холокоста, прямо противоположен выводу светских евреев. Не растворяться, а отделяться. Чем заметнее граница, тем яснее, кто свой. Аарон через 3 года после ухода из общины получил государственный аттестат, выучил нидерландский и устроился работать в строительную компанию. Дочь он видит раз в 2 недели. Суд обязал бывшую жену соблюдать режим встреч. На встречу он приезжает без кипы и в джинсах. Дочь смотрит на него с любопытством и называет папой. Ей 3 года, и она еще не понимает, что он чужой в мире, в котором она будет расти. Шломо никогда не задавался вопросом, счастлив ли он. Не потому, что он не думает, а потому, что в его системе координат этот вопрос не имеет смысла в той форме, в которой его задает современный мир. Счастье для него не является целью, которую нужно достичь. Это побочный результат правильно прожитой жизни. А правильно прожитая жизнь — это жизнь по закону, с семьей, в общине. В этом и заключается ответ на вопрос, заданный в начале. Хасидские евреи Антверпена живут без интернета не потому, что не знают о его существовании. Они живут без него, потому что приняли решение. Цифровой мир представляет угрозу для того, что они считают важным. Не угрозу физическую, угрозу культурную. Интернет несет в дом чужие ценности, чужие образы, чужие вопросы. Он размывает границы, которые община строила столетиями. Он дает детям возможность увидеть другую жизнь раньше, чем они достаточно укоренены в своей. Это не иррациональный страх. Это холодный расчет людей, которые пережили уничтожение. Из примерно 9 миллионов евреев, живших в Европе до Второй мировой войны, 6 миллионов были убиты. Большинство хасидских династий потеряли 90 и более процентов своих членов. Белская династия, одна из крупнейших в Антверпене, до войны насчитывала десятки тысяч последователей в Польше и Украине. К 1945 году их оставались единицы. Люди, пережившие это, и их дети сделали конкретный вывод. Выживает тот, кто сохраняет отдельно. Не тот, кто интегрируется, а тот, кто остается собой настолько полно, что внешний мир не может его растворить. Интернет в этой логике, зазыгаю, неудобный инструмент, а растворитель идентичный. И от растворителей держится подальше. Демография подтверждает, что стратегия работает. Пока еврейское население большинства западных городов сокращается из-за ассимиляции и низкой рождаемости, хасидские общины растут. В Антверпене вступили удвоение за 40 лет. В Нью-Йорке хасидские районы Бруклина стали одними из самых густонаселенных в городе. По прогнозам демографов, к 2050 году ультраортодоксальные евреи составят большинство еврейского населения Израиля. Просто потому, что у них в среднем 7 детей в семье, а у светских евреев 2. Вопрос о том, является ли эта жизнь выбором или судьбой, не имеет простого ответа. Ребенок, рожденный в хасидской семье в Антверпене, не выбирал свою общину, язык, одежду и отсутствие интернета. Он получил их как данность, так же, как любой другой ребенок получает язык и культуру своей семьи. Разница в том, что выйти из этой системы несравнимо труднее, чем из большинства других. Цена ухода — потеря семьи, друзей, языка, профессиональной сети и всего привычного мира. Но внутри системы большинство людей не ощущают себя заключенными. Ривка готовит субботний ужин с искренним удовольствием. Шломо молится 3 в день без принуждения. Дети во дворе играют шумно и радостно. Это не постановка для внешнего наблюдателя. Это просто жизнь, которую они знают и в которой им не тесно. Аарон, ушедший из общины, сказал в интервью одну фразу, которая точнее всего описывает парадокс этого мира. «Там я знал, кто я. Здесь я свободен. Но я до сих пор не знаю, что лучше». В эту пятницу Шломо снова закроет телефон за 18 минут до захода солнца. Его дети снова сядут за стол с белой скатертью. Его жена снова зажжет свет. И 20 тысяч человек в самом центре цифровой Европы снова проживут 25 часов так, будто интернета не существует. Не потому, что не могут иначе, а потому, что решили именно так.